Это видео продолжение рассказа об одном из известнейших, если не самом известном мафиози Сицилии – Сальваторе Риини по прозвищу Курто Короткий или Ла Бельва – Зверь. Из предыдущего ролика вы узнали о нелегком детстве коротышки, бурном отрочестве, первой ходке в тюрьму и о том, как он стал правой рукой Лучано Лиджи, главы банды Корлеоне, победившей в войне с последователями Микеле Наварры. А здесь о продолжении карьеры Тото Риины, которому предстоит стать боссом боссов Козы Ностры, и который навсегда войдет в историю как один из самых кровожадных, опасных и влиятельных мафиози. Однажды в Италии. Когда из-за вспыхнувших разборок и вендет между наваррийцами и сторонниками Лиджи количество смертей стало слишком большим даже для всегда неспокойного Корлеоне, знаменитая палермитанская газета «Лера» посвятила расследованию новой мафии городка. На первой полосе был помещен портрет Лиджи с названием «Опасный» и под заголовком «Богатый, внушающий страх и грозный». А вот вторая страница была отдана лейтенантам Сальваторе Риини и Бернардо Провенцано. Разоблачение вышло в четверг утром, а в ночь с субботы на воскресенье в типографии «Лера» взрывом килограмма тротила были уничтожены печатные станки газеты. И ни у кого не было ни малейшего сомнения в том, кто это сделал и почему. Корлеонцы набирают авторитет, наказывая любого, кто осмеливается мешать. И, разумеется, этот авторитет нужен не только для того, чтобы распугивать газетчиков, но прежде всего, чтобы зарабатывать деньги. Большие деньги, которые крутятся не в нищем Корлеоне, а в столице Сицилии, Палермо. Так что Лучано Лиджи всеми силами пытается пробиться за стол, где боссы высшего уровня решают соответствующие вопросы. А пока он занят такой важной миссией, в родной деревне творят, что хотят Тото Риина, Бинно Провенцано и Калоджеро Багарелло. Хитрые и жестокие крестьяне, привыкшие мало говорить, жить в одиночестве и сначала хвататься за оружие, а уж потом думать о последствиях своих действий. Но большую мафию Палермо и остальной Сицилии такая самодеятельность совершенно не устраивает. Она привлекает слишком много внимания, а лишний шум ставит под угрозу большие дела. К тому же буйная молодежь не учитывает тайных договоренностей, заключенных Коза Нострой с частью государственной власти еще во времена американской военной администрации. Согласно этому тайному пакту, власти закрывали глаза на мафию, а мафия обеспечивала какой-никакой порядок и, соответственно, покой властям. Но воцарившийся в Корлеоне беспредел с понятием «порядок», даже относительный, никак не вяжется. Смерть продолжает собирать урожай, люди исчезают бесследно чаще, чем рождаются. Кто-то потому, что не поделили власть или деньги, кто-то за предательство, кто-то просто оказался не в то время, не в том месте и увидел то, чего не должен был. Нет тела, нет дела, и трупы сжигают или закапывают, чтобы никто не мог их ни найти, ни оплакать. И это еще в лучшем случае бывает, останки скармливают свиньям. Или вместе с костями овец выбрасывают воронам в местных горах. Стиль работы всегда один и тот же, к будущей жертве приближается друг или родственник, которому доверяют, обнимает, приглашает поесть в своем доме со своими детьми и женой. Больше приглашенного никто не видит. И хотя этот разгул насилия никак не вяжется с представлением властей о порядке, который был им обещан согласно послевоенным договоренностям, даже Лиджи почему-то ничего не может с этим сделать, несмотря на то, что сам явно пользуется привилегиями, которые дает этот негласный пакт. Формально он давно в розыске, но, как в полголоса острят в городе, неуловим он, потому что никто его не ловит. Впрочем, в Корлеоне неуловимы все беглецы. И это при том, что всем известно, где они прячутся. Все знают, что каждую ночь они спускаются с гор, приходят домой, обнимают матерей и жен, едят и спят в своих домах. А на рассвете снова покидают городок и уходят обратно на вершину, которая так и называется «Скала мужчин». Тем временем грань между Палермо и провинцией становится все более тонкой. Лиджи хочет свою долю в столичном бизнесе, палермитанцы интересуются территориями корлеонцев, с их возможностями в сферах госзаказов, азартных игр и наркоторговли. Для брутальных крестьян из Корлеоне пришло время покинуть деревню и обратить взор к городу и будущему. Лиджи пытается заполучить место под щедрым палермитанским солнцем, заставив подвинуться братьев Ла Барбера, Пьетро Торетто,
Грека из Чикули и их двоюродных братьев Грека из Кроче-Верде. Деревенщина спускается с холмов робко, не смело входит в город. Они бросаются в глаза в своих костюмах из дешевого черного сукна или старомодного вельвета с широкими полосами, в грязных от глины ботинках с кепками на головах. Их лица обожжены солнцем, мозолистые руки помнят тяжелый труд. Они скромны, почтительны, иногда даже услужливы. Короли столицы посмеиваются над Видани, деревенщиной. До поры те терпят. Они знают свое место, к тому же привыкли помалкивать. Видани послушны, знают правила. У них есть желание работать. Впрочем, не больше, чем это необходимо, инициатива не только трудозатратна, но и наказуема, им это прекрасно известно. Первым двери деревенщине открыл Сальваторе Ла Барбера, представитель семьи Палермо-Центр. Сальваторе и его брат Анджело Ла Барбера, мафиози с отличным чутьем, едва ли не первыми открывшими для Коза Ностры прибыли строительного бизнеса. Сальваторе Риина в Палермо никто. Простой солдат. Но у него есть мозги, хладнокровие и терпение. Он умеет молчать и выжидать. В отличие от друзей Бинно Провенцано и Калоджеро Багареллы, так и оставшихся просто стрелками, Сальваторе Риина оттачивает навыки общения с жесткой иерархией Коза Ностры. И не только с равными себе, но и с вышестоящими. Именно Риина становится представителем Лиджии перед корлеонцами и с палермитанцами. Он знает каждую сделку, каждый секрет, умеет наблюдать за лицами и замечать их выражения. Улавливает слова и читает за всем этим факты, которые другие боссы, может, вовсе и не хотели показывать ему. Лиджи постоянно больной и постоянно в разъездах на Сицилии бывает мало, здесь его и заменяет верный Риина. Ну или до поры до времени верный. Между тем, продержавшийся почти 20 лет негласный договор о мире между сицилийской мафией и государством совсем расшатался. Власти закрывали глаза на беспредел в Корлеоне, не обращали внимания на разборки между палермитанскими кланами, так называемую Первую войну Коза Ностры 62-63 года. Но, когда 30 июня 63-го от взрыва автомобиля, оставленного одной из воюющих группировок, погибают 7 приехавших на разминирование полицейских, государство вынуждено реагировать. После этого события, так называемого массового убийства в Чикули, начинается волна репрессий. Половина членов сицилийских семей скрывается за границей, те, кто не успел, по большей части оказываются в тюрьме. Корлеонцев это не останавливает. Они продолжают бурную деятельность, совершая налеты на банки Палермо. Последствия долго ждать себя не заставили. 15 декабря 1963 года в туннеле на дороге в Корлеоне поставили засаду, чтобы перехватить обнаглевшую банду. Водитель одной из машин, заметив, что его ждут, резко тормозит. На задней передаче проезжает весь туннель и на бешеной скорости исчезает из виду, оставив на дороге одного из пассажиров. Пассажир пытается скрыться, бежит среди кустарника, скатывается по осыпи до высохшего русла реки. Его настигают. Полицейские держат его под прицелом пистолетов. Мужчина смотрит на них с ненавистью. Он низкорослый, крепко сбитый, выглядит по-крестьянски скромно, закутан в пальто и не вооружен. Представляется как Джованни Гранде, фермер. Предъявляет удостоверение личности, которое выглядит подлинным. В наручниках его доставляют в полицейский участок и начинают допрос. Времени 3 часа ночи, но арестант упорствует. «Меня зовут Джованни Гранде. Я работаю на ферме в Сан-Джузеппе-Ято». И вдруг, уже под утро, один из старых полицейских, Бьяджо Мелито, молча сидевший все это время в углу, подошел к допрашиваемому и сказал: «Я знаю, кто ты. Тебя зовут Тато Риина». Фотографии, которыми располагала полиция, были сделаны несколько лет назад, и на них был изображен еще очень юный Тато, попавший в тюрьму после убийства Доменико Ди Маттео. Теперешний Риина уже мало походил на того паренька. Он заматерел, начал набирать вес. Узнать его действительно было непросто. Лишь старый Бьяджо Мелито, знавший коротышку еще пацаном и даже делавший ему внушение, чтобы тот не связывался с компанией Лиджа, вспомнил знакомый огонек в глазах. Риину допрашивают, но, как и положено правильному человеку чести, он отпирается ото всего, зная только то, что прочитал в газетах. Он говорит о чем угодно: о коровах, козах, скоте на убой,
о покупках, которые сделал в Милане, только не о том, о чем его спрашивают полицейские. Риина кажется спокойным и невозмутимым. Однако спесь слетает с него, как только на столе оказываются бумажки, которые достали из его карманов. Имена, фамилии, номера счетов. Кроме того, названия двух компаний, одна из которых – животноводческое товарищество, основанное годы назад вместе с Лучано Лиджа, Бернардо Провенцано и Калоджеро Багареллой. А еще движение денег, ведущие к двум сберегательным книжкам. Одна на имя брата Гаэтано Риины, другая на кузена Джузеппе. Тато нервничает, его голос меняется, ему явно сложно давать объяснение этим бумажкам. Говорят, тогда он и пообещал себе, что никогда больше не будет записывать ни счета, ни имена. Почти так и было, все дальнейшие записи Риины делались шифром, большим специалистом в котором стал Провенцано. Ну а после допросов в Корлеоне Тато отправляется дожидаться окончания следствия и суда в знаменитую палермитанскую тюрьму Лучордоне. Камеры набиты под завязку, все, кто не успел скрыться после взрыва машины в Чикуле, попали сюда. Говорят, жизнь в этой тюрьме тогда была лучше, чем снаружи, Лучордоне даже называли гранд-отелем. Через канцелярию для больших боссов сюда ежедневно доставляют деликатесы и шампанское, но и простым арестантам живется неплохо. Подробнее об этом можно узнать из ролика Томмазо Бушетто «Император зоны». Кроме Бушетто, в Лучордоне в это время сидят все сливки палермитанских семей: Пьетро Торетто, Гаэтано Бадаламенти, Джерландо Альберти, Паолино Бонтате. И только Тато Риина выглядит там примерно так же, как и на свободе, голодранцем в широком помятом пиджаке. Впрочем, его это мало заботит, горожане содержатся в другом крыле, а здесь мир виданий, деревенщин. И в этом мире свое место под солнцем Риина завоевал. Его слушают, его слово имеет вес. Конечно, вначале сильно помогла старая дружба с Лучано Лиджа, который к тому времени стал уже легендой Коза Ностры. Но со временем Сальваторе Риина становится известен в Лучордоне и сам по себе, как человек, достойный уважения. Он становится понимающим, тем, кто готов выслушать, дать совет, у кого есть мудрый ответ на каждый вопрос и кто может решить любую проблему. На вид у Курту все тот же неотесанный крестьянин, но это только снаружи. Его рассуждения тонки, наблюдения точны, аргументы убедительны. Тато Риина научился проникать в головы других, став эдакой смесью психолога и исповедника. Другие заключенные выстраиваются в очередь во время прогулки, чтобы поговорить с ним, рассказать, что произошло ночью в камере, попросить об услуге. И Сальваторе находит минутку для каждого, у него есть правильное слово для всех. Его почитают и уважают, к нему прислушиваются, как если бы он был настоящим большим боссом. Но Риина делает все это не из любви к человечеству. Он готовится к большой власти, к тому, к чему идет всю жизнь, умело это скрывая. В Лучордоне Виддану деревенщине удалось добыть массу информации о палермитанской Коза Ностре, о людях чести каждой семьи, об их привычках, затаенных обидах и претензиях. О дальности планов Риины можно судить по совету, который однажды, будучи в настроении, он дал одному из сокаверников, Гаспаре Мутула, которому почему-то проникся особой симпатией. Совет был держаться рядом с Росарио Рикобона, потому что все остальные скоро поднимутся в небо. В Лучордоне коротышка провел 6 лет, и эти годы не прошли даром ни для него, ни для его крестьян. Мир меняется, и ветер начинает дуть в их сторону. Однако пока они заперты за решеткой, и все большие дела им только еще предстоят. Риина и его подельники обвиняются в серии убийств, произошедших в Корлеоне. Но никаких прямых доказательств против заключенных несколько лет, ждущих суда, у полиции нет. Однако в 1966 году появляется суперсвидетель, пошедший на сотрудничество с полицией бывший мафиози Лучано Рая, прямо заявляющий о причастности ко всем этим преступлениям Риины, Лиджа и их банды. 18 февраля 1969 года в баре наконец начинается процесс против корлеонцев по серии преступлений, произошедших в городе после 1958 года. Обвиняемых 64, и среди них есть настоящие звезды: Леолука Багарелла, Бернардо Провенцано, Сальваторе Риина и сам Лучано Лиджа. Приговор, вынесенный 12 июня того же года, был неожиданным и скандальным.
59 человек полностью оправданы, в том числе Лучанедду. Риина приговорен к году и 6 месяцам за подлог и укрывательство, но этот срок уже давно им отбыт. Это решение суда вызвало огромное возмущение общественности и буквально вошло в историю как сокрушительное поражение государства в борьбе с мафией. Прокурор этого процесса Доменико Закария позже признается, что он, председатель суда присяжных и сами присяжные получили анонимное письмо с угрозами. «Хотим тебя предупредить, мы знаем, что ты сволочь, всегда против бедных невиновных обвиняемых, но на этот раз, если ты решишь так же, как привык, готовься к похоронам, если тебя вообще найдут. Предупрежденный человек наполовину спасен, если ты осудишь хоть одного обвиняемого, ты будешь зарезан, ты и все твои дети и братья один за другим. И все народные судьи тоже. Внимание, это не шутка». И дело начало разваливаться. Лучано Рая, на показаниях которого было построено все обвинение, признан душевно больным. Из клиник по всей Италии выдаются десятки справок, подтверждающих его частые эпилептические припадки. Всплывают старые диагнозы и давние обследования. И все как один утверждают, главный свидетель процесса в баре сумасшедший. К тому же появляются свидетельства о его, мягко говоря, не кристально чистом моральном облике. Так что все его показания оцениваются как клевета, поскольку, цитата, «он лишен морального багажа, который мог бы побудить его сообщить следствию о фактах, ставших ему известными». На этом основании суд делает вывод, что двум главным обвиняемым, Лучано Лиджи и Сальваторе Риине, обвинение предъявлено без единого доказательства, даже косвенного. И только на основании предположения о том, что они принадлежат к мафиозному клану. Короче, Риина и Лиджи выходят на свободу как триумфаторы, и последний даже дает интервью прессе. 10 июня 1969 года суд Итальянской Республики постановил, что Тото Риина, вне всяких разумных сомнений, не мафиози и не убийца, и после стольких лет в бегах и тюрьме он становится не просто свободным, его репутация объявлена судом незапятнанной. Впрочем, прокуратура с этим не согласна и так легко сдаваться не собирается. По запросу главного прокурора Пьетро Скальоне выдается ордер на предупредительный арест Лиджи и Риины и предписание о возвращении в Корлеоне в течение 48 часов. Ссылаясь на только что вынесенный оправдательный приговор, с помощью адвокатов они пытаются отбиться, но тщетно. Двое полицейских забирают Риину из отеля, сажают в машину, отвозят на вокзал и на скором поезде отправляют на Сицилию. Он возвращается в Корлеоне, обнимает мать и сестер и едва успевает поужинать. За 10 минут до полуночи 5 полицейских входят в дом. «Ты должен пойти с нами, у нас есть ордер на предварительное заключение от прокуратуры Палермо». Всем понятно, что этот арест уловка, чтобы задержать Рину в камере хотя бы на несколько дней и открыть против него новый процесс. Так что коротышка возвращается в Палермо, под конвоем и в наручниках. Он снова в Лучердоне и снова перед судом, но на этот раз слушание длится всего пару часов. Судьба будущего босса боссов решается быстро. Он должен отправиться в ссылку на север Италии на 4 года. Все, что могут сделать адвокаты Риины, это 3-дневная отсрочка исполнения приговора, чтобы повидаться с родственниками. Но этого оказывается достаточно. Как только конвой снимают, Риина исчезает с радаров. Это произошло в июле 1969 года и было началом самого долгого и загадочного периода в истории зверя. На целых 24 года Сальваторе Риина становится призраком. Лиджи тоже благополучно избежал ареста, просто-напросто исчезнув из клиники, куда отправился, дабы поправить слабое здоровье. Так для полиции Корлеоне, да и для всей страны, снова начинается долгая охота на неуловимых. Но облавы бесполезны, застать Рину не удается. В доме его семьи полиция находит только старую мать и сестру Арханджелу. Его ищут в доме невесты ее братьев семьи Багарелло. Ищут тщательно, вплоть до разрезания матрасов и вспарывания подушек. Но, несмотря на все усилия, и там ничего не находят. В доме Багарелло вообще нет ни одного мужчины, даже самого молодого Леолуки. Только мать и 4 дочерей. Однако полиция не зря перевернула все вверх дном. Внутри вазы в спальне Нинетты они находят фотографию Тото. Но та тут же уходит в отказ. Да кто же его знает, где он.
Антонина Багарелла, которую все называют Нинетта, главная и единственная женщина в жизни Риины. Строгие правила Коза Ностры о супружеской верности исполнялись, мягко говоря, не всеми. Но Риина в этом смысле был примером. Никогда у него не было ни то что параллельной связи, даже мимолетной интрижки. Любящий, несмотря на ни один счастливый брак, гульнуть, Томмазо Бушетто объяснял такую целомудренность Риины просто. Его интересовали не женщины, а власть. Может, так оно и было, но нельзя отрицать, что Нинетта идеальная подруга для мафиози в бегах. Она умна. Работала учительницей в школе и даже отучилась 1 год в университете. Потом, правда, бросила, но по весьма серьезным семейным обстоятельствам ей пришлось переехать, чтобы помогать отцу Сальваторе и брату Джузеппе, которые находились на принудительном проживании в деревне на материке. После окончания процесса в баре их отпустили с миром, и дама сердца будущего босса боссов вернулась на Сицилию в родной Корлеоне, откуда никогда не стремилась уехать. Нинетта Багарелла не просто красивая 26-летняя женщина. Она родом из мафиозной семьи, она влюбилась в человека мафии, и сама она тоже мафиози. По крайней мере, так подозревает полиция Корлеоне. Она уверена, что Нинетта поддерживает связь со своим женихом и всеми беглецами его клана. И это правда. Нинетта, как, впрочем, многие женщины этого круга, своего рода посыльная, курьер, поскольку, в отличие от мужчин, имеет свободу передвижения. К тому же она умна, хитра, сообразительна и, главное, абсолютно надежна. За ней следят, и ее маршрут известен. Раз в неделю Нинетта с сестрой Эммануэлой приезжают в Монреале, пригород Палермо. Сначала, с утра, они в Палермо идут в Лучердоне навестить сидящих там мужчин своей семьи. Передав им белье и еду, после обеда женщины отправлялись в Монреале, где на площади Нормандского собора отрывались от слежки. Они проникали во внутренний дворик церкви, проскальзывали в комнаты епископской курии, а через некоторое время выходили и отправлялись обратно. Но слежка всегда заканчивалась ничем. Нинетта и Эммануэла ни разу не сделали ни одного неверного шага. Даже женская привычка поболтать, казалось, была им не свойственна. Однажды они поехали на пароме попрощаться с умирающим отцом семейства. Путешествие не близко, и полицейские были уверены, что уж на этот раз слежка приведет к результату, они наконец поймают Рину. Ну или хотя бы узнают, где его надо ловить. По их расчетам, за время долгой дороги дамы должны были обсудить все интересующие их подробности. В 2 каютах парома, занятых женщинами, полицейские установили невероятно продвинутую по тем временам технику, примитивные микрофоны. Однако и тут их ждало горькое разочарование. За все время переезда из Палермо в Неаполь не было слышно ни единого голоса. За целую ночь Нинетта и ее сестры не перекинулись ни словечком. Так что Риина неуловим, но не только. Его карьера в рядах Коза Ностры развивается стремительно. На свободе коротышка завоевал определенный вес и славу непогрешимого киллера. Еще Лучердоне признал в нем достойного уважения человека чести и его харизму. Росту влияния немало поспособствовал исход процесса в баре, когда близкие к Риине люди оказались на свободе. Это принесло ему авторитет решалы, способного разруливать проблемы, с которыми не мог справиться никто в Палермо. Ну или не хотел справляться. Так, Сальваторе Рина оказался в центре одного из важных событий послевоенной истории Коза Ностры – убийства Микеле Каватайо. Каватайо, босс квартала Аква-Санта, был признан виновным Коза Нострой в том, что, действуя в нарушение всех правил, фактически развязал первую войну мафии, из-за которой в итоге была распущена комиссия, главный орган управления Коза Ностры, и чуть не закончилось само существование всей организации. Исполнение приговора было поручено хитрому крестьянину Тото Риине с помощью команды киллеров, выбранных из разных мафиозных семей. Тото Риина, Бернардо Провенцано и Калоджеро Багарелло от корлеонцев, Эммануэле Д'Агостино и Гаэтано Градо из клана Санта-Мария-ди-Джезу, которым руководит Стефано Бонтате, и Дамиано Карузо от клана Риези Джузеппе Ди Кристины. На 2 машинах команда прибывает на фирму Каватайо. Риина остается снаружи, остальные переодеваются в полицейскую форму и идут внутрь. Пройдя несколько шагов по узкому коридору, банда встречает 2 работников, не имеющих никакого отношения к мафии.
Киллеры начинают стрелять, Каватаю отвечает, завязывается бешеная пальба. Эксперты-криминалисты соберут потом на месте происшествия около 200 пустых гильз. Кроме Каватаю и еще 3 работников фирмы, во время этой операции погиб Калоджеро Багарелло, Шуриный друг Риины. Но, хотя у Курту искренне горевала потеря, цель была достигнута, и авторитет будущего босса еще больше возрос. Это убийство, произошедшее в 1969 году, войдет в историю под названием «Страджа ди Лацио» – «Резня в Лацио». В это время Риина все чаще представляет Лучано Лиджа, который почти никогда не бывает в Палермо, а подвязается то в Катании, то в Милане или в Риме, то и вовсе в Швейцарии. Причем представляет не только в родной вотчине Корлеоне, но и в высшем органе управления Коза Нострой, всемогущем триумвирате. Но об этом, как и о дальнейшем возвышении великого коротышки, вы узнаете в следующей части серии «Однажды в Италии».